Приветствую, мой юный друг! Это 4-й выпуск рубрики «Приключения каменной головы», которая посвящена игре на таком замечательном персонаже, как Earth Spirit, он же Земляной Дух, он же Камень, или как его еще ласково называют дотеры, Земеля. Поехали! Сегодня каменная голова попал не совсем в обычную ситуацию. Да, я пошел в соло-мид. Как так получилось, это вообще отдельная история. Команда позанимала свои лайны, ВД свои дом на изи, Некер в карду, а самый упертый оказался это лесной ВК, который никак не хотел убирать свою иконку из леса. Ну что ж, подумал я, главное не лохануться, и получится неплохой материальчик для приключений каменной головы. А вот не лохануться у меня, видимо, не особо получилось. Я с самого начала начал творить какую-то дичь. Видимо, такое бывает, когда ходил в мид на камни последний раз, когда еще был молодым поросенком. Ну конечно же! Ведь каменная голова в игре больше всего любит драться, а не криптиков кормить. Свое оправдание башка может сказать только одно. Ура ко мне приходила по большим праздникам и в последнюю очередь. Особенно любил переагривать ее лесной ВК. Ну конечно, ему же нужнее там в лесу. Я понимаю. И так проигрываю 1,5 левела. Она по 6 еще и ДД подобрала. Я подумал, что, наверное, не стоит сейчас выходить на линию, а то можно от одного дротика отъехать. Блин, ну я и так же проигрывал по линии, ну хоть одного крепочка добить. Вот взял бы 6, мог бы ее убить. Может выйти? Увидев вот это, я подумал, что не стоит. Ну нахер. Да, на 6 она, конечно же, взяла криты, да еще и под ДД. Ситуация сложная, но каменная башка не из тех, кто сдается. Итак, надо признать очевидное. Мид слится лап. Ну, это не значит, что нужно свесить лапки и кричать ГГ в трон. Подкрепившись вот этим противным вардом, благодаря которому Мартра заспамила меня этими кинжалами своими, прямо на ХГ их кидала, башка приступает к реализации плана Б. Горем пополам апнул 6 левел и, взяв ультимейт, башка совершает попытку убийства Мартры. Но и тут его ждала неудача. Сделал все неправильно. Надо было начинать, наверное, с сала, и тогда бы уйти на ТП у него не было шанса. И как говорят в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе. Союзный Некер оказался таким классным чуваком, несмотря на в салат слитый мид, он всячески меня подбадривал, называл братик и даже предложил свою помощь в миде. Он, наверное, всерьез подумал, что из-за какой-то там неловкой ситуации каменная голова перестанет играть на победу. Не дождетесь? Дело в том, что каменная башка прекрасно понимает, что в середине игры в Middle Game сила земляного духа в массфайтах и его польза в замесах намного больше, чем от Мортры, даже на несколько левелов выше. Недолго думая, врываясь в толпу врагов, ультую ищу Мортру, зачем-то ее отпинываю, даю сало по врагам, остается еще один камень, вот он, мне нужна только она. Благодаря ВД, которая, материв Вайда за неудачную хроносферу, раскастовал свою палку, Земеля делает даблкилл и камбэкает в игру, сняв стрик Мартры, а самое главное, отомстив за всю боль, причиненную ему в миде. Прикупив, но честно заработанные грейженый сапожок и брони, иду ловить Мартру по карте, потому что надо объяснить все-таки, кто на самом деле здесь мужчина, а кто только умеет подло спамить дротики на ХГ. Продлеваю на нее ульт, но она почему-то от ауры Некра умерла или что-то такое. Блин, ну это конечно он зря. И догоняем Лича. От каменной головы еще никто не уходил, Лич пока этого еще просто не знает. Ладно, выходи, где уже ты там? Оп! И это очередной фраг для каменной головы. ТПшимся на Дев Тавера, и вот она моя родненькая уже. У меня для нее еще очередной сюрприз, обраточка. Она явно передумала бить меня в обраточку и давай теряться огородами. Ну подожди, куда же ты, я тебя, любя килки, прислоню. Раз, два, три. Раз в год, как говорится, и палка стреляет. Вот его и поставил неплохую хроно. Палка ВД тарабанит. Продлеваю купол стана по двоим, и это -2. Еще и косой кому-то досталось. А ведь это дополнительное время в таверне. Некор пригласил на вечернюю охоту во вражеский лес. А вот и дичь, причем такая сладенькая, та, которая меня в начале игры напрягала.
Ну вот эта вот трещина, оба, прям по трым. Титан неплохо. Но от каменной головы еще никто не уходил. Закатываюсь, ультую, продлеваю ульт по всем. Подруга от меня просто убегает, я по бобратке. Не хочется убиться об обратку, но ульт ее добивает. А тут и руна регена пригодилась, которая была у меня в ботле. Но ко мне нет, поэтому с Титаном поговорить так и не удалось. Он тупо меня усыпил и попер ногами к базе. Но тут еще где-то лич. Стану-ка я за дерево. В засаду. А вот и он, родненький. Один камень уже как раз откатился. Надо пацана забирать. Раз, два, три. А тут злую шутку сама сыграла, что я бронированный до чертиков. И талант еще взял на броню. Клинц и меня толком не раздамажил, и сам об обратку не убился. Но я тоже хорош. Последний удар мог дать ему дубиной, но мискликнул в крипа. И также и камни мог подтянуть и добить. Но я почему-то вообще растерялся. Думал, он об обратку должен сдохнуть. Очередная неожиданная встреча с моей девочкой. Она прикупила БКБ и что-то хочет. Но бить критами в обратку ей явно невыгодно. У меня хп-то побольше. И получается тупо минус 1 секунда БКБ в следующий раз. Пока работает смог, пойду-ка я за некром, заодно и вардики поставлю. А может кого и подцепить удастся. Подруги-то БКБ это уже КД. Прогуливаемся, кого-то ищем. Видим Титана. Решаем брать. Закатываюсь, даю стан. А ты моя золотая сидела и ждала. Ультую, некр дает косу. И да, предсмертный крит на меня, отъезжает таверну. Тут же байбекается, пытается зацепить. Ну я подумал, отойду, ко мне нет. Посмотрю, бежит за некром. Ну ладно, вот стоит камень, пну так, приторможу ее, может уйдет. Некр что-то перебыковал. Тут явно и получив крит на косарь, отъезжает в таверну. Обратка у меня откатилась, думаю, подловлю ее сейчас. И пусть кританет себя. Нажимаю, нет, она очканула и убегает. И тут они уже думали, меня убили. А, не тут-то было. Каменную голову еще попробуй поймай. Решаем пойти поискать маршрут после байбека. А вот и она. Вольт ставит купол, подходит некр, сбоку ультует лич. Подхожу к нему, ставлю свой ульт. Некр отправляет маршрут косой в таверну на очень долго, преследую лича. Вот продлить вот здесь ульт камнем не успел, но думаю, надо его как-то использовать. Кину наперед, бам, и попал. Дорогой, иди туда, раз, два, три. Ну, наверное, немного помолчу, просто посмотрите и послушайте музычку. Каменная голова дособирал себе лотус, чтобы снимать арчит Клинкса, который у него появился с себя, с некра или ВД. Ну и конечно дополнительный реген манны и броня не помешает. Решаем зацепить лича, промахиваюсь закаточкой, но некоторые тут делаю стан, сайленс и отправляем косой его надолго отдыхать в таверну. Спустился немножко ботликом, Вольт ставит хроносферу, ВД палку, но Мартра на лоу хп добивает ВД, пытается уйти, но от каменной головы еще никто не уходил. Ей должно быть это известно. Ну ладно, тут некр забирает фраг. Едем дальше. Пока у врага 2 героя в таверне, естественно, надо пойти и попушить на враг. Но тут появился Кункевич. Я под руной волшебства закатываюсь, пытаюсь его подопнуть, ультую, даю сало, чтобы Титан не ходил своими всякими прокастами. Добиваю Кункевича. Пытаемся зайти на ХГ, но Титан уцепляет, мешает нам это сделать. Вылазит Клинкс. Я даже лотусом не стал ничего себе снимать, тупо нажал обратку, а некер его косой перешатал. Трещина никуда. Остаемся, чтобы добить Тавр. Слушай, ну это Титан просто зараза. Я вот думал, может закатиться на него, но что-то думаю, а если не попаду, время потеряю, лучше пробить Тавр, ломать его, и можно было потом ломать хотя бы Шрайн.
Пропущу несколько эпизодов, чтобы не растягивать ролик, и перейду к интересным файтам. Вот смотрите, опять терроризируют негра, прыгаю, даю ульт, нажимаю обратку, Мортра себя кританула на пол столба, откатываю, продлеваю ульт слева от купола, продлеваю ульт справа от купола, добиваем всех героев, выпалка ВД тарабанит, анонимная Винкса, цепляем Титана, ВК попадает в стан, прыгаю, делаю станчик, он тут топает и куда-то пытается уйти. Но от каменной головы еще никто не уходил. Пишу на перехват, ищу Титана, а вот и он, родненький, никуда ты не уйдешь. Раз, два, три. Каменная голова закупается в магазине, а тут Клинк к некру с рычидом пристал. Даю ему стан, снимаю рычид лотусом с некра, и некр приговорил его косой. Надолго сидеть в таверне. Все правильно, некр, все правильно. Идем в решающую атаку. Видим Кунку, но не видим ВД, который просто тупо хиксанул его из-за угла и палкой давай тарабанить. Ну что ж, Кунка быстро рассыпалась. А тут моя девочка, опять БКБ. И как вы думаете, кого же ей еще покусить? Ну конечно же, того, кого она на миде просто уделала. Дело в том, что мне даже критами по косарю уже не удивить. А в обраточку ей больно. Но вот речь на Титана — это совсем другой разговор. Было неприятно. Некр типа говорит, пойдем я подхилю. Я думаю, ну, сейчас я выйду, вот это крит с дротика поймаю. Не-не, я лучше пока вот рунку возьму. Туда-сюда. Ну и решающий уже такой файт. Надо добивать соперника. Вижу Лича, врываюсь на него, ультую. Мои ребята там тоже работают. Зацепили Мартру, косой, добивают. Закатываюсь в Титана. Ну что хочу сказать, мой юный друг, никогда не сдавайся, даже несмотря на самое плохое начало, не надо раскисать, надо бороться и побеждать. Мартра что-то пишет напоследок, уже без такого пафоса и ухмылки, как в начале, и я даже решил ей что-то такое ответить. Обычно я этого не делаю, вам не советую, но тут уже понятно все стало, что игра выиграна, и она, если честно, заслуживает подколочки. Напоследок приобретаю себе тарасочку, чтобы в инвентаре было все красиво и завершенно. Начинаю бешено регенить здоровье и возвращаюсь, чтобы провести качественный демонтаж вражеской базы. Немного посмотрите и послушайте музыку. Ну что же, мой юный друг, вот и подошел к концу 4-й выпуск приключений Каменной Головы. Если тебе это видео понравилось, тебе нравится следить за приключениями Каменной Головы, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно оставляй комментарии. А я же с вами прощаюсь и используйте только светлую сторону силы. Пока!